Здравствуйте, дорогие друзья, добро пожаловать обратно на это видео. Спасибо, что уделили нам время. В этом видео мы рассмотрим динамику, которая часто ускользает от простого объяснения, эмоции, спонтанные реакции и маленькие моменты, которые говорят больше всего правды. Мы разберем, как отношения и реакции Чингука к Тэхёну менялись со временем, не для того, чтобы судить или преувеличивать, а чтобы понять контекст и глубину их отношений через более спокойную, вдумчивую призму. Давайте начнем с разбора элементов, которые сформировали эту историю. В отличие от обычной ревности, которая проистекает из собственничества или неуверенности, ревность Чингука возникает неожиданно, почти импульсивно, как будто он сам не может предсказать или контролировать свои реакции. От внезапных изменений выражения лица до спонтанных вмешательств, когда другие взаимодействуют с Тэхёном, поведение Чингука породило множество теорий. Интересно, что эти моменты не всегда имеют четкий контекст, иногда нет очевидной причины для неловкости или чрезмерной опеки Чингука. Это делает его реакции более искренними, чем планировалось. Но на самом деле эти моменты лишь подтверждают мысль о том, что их отношения выходят за рамки простой дружбы, поскольку их жесты и взгляды передают интенсивность, которая превосходит типичную братскую связь между участниками группы. Хотя я и буду обсуждать развитие ревности Чингука с течением лет, это исключительно моя личная точка зрения. Цель этого видео – показать хронологию отношений Тэхёна, чтобы вы могли лучше понять, как менялась ревность Чингука по мере его взросления, даже если она иногда проявляется в более тонких формах. Я подчеркиваю, что я не поощряю и не восхваляю это, а скорее указываю на то, что ревность Чингука, похоже, не проистекает из сознательного желания обозначить территорию, а является автоматической реакцией, проявляющейся всякий раз, когда в дело вмешивается Тэхён. И это, далеко не простое совпадение, раскрывает глубину их отношений. В конце июня 2014 года стало ясно, что у Чингука появились к Намджуну новые, не совсем приятные чувства. Во время фотосессии участникам предложили выбрать, с кем бы они хотели быть в паре, максимум с 3 вариантами. Как обычно, Чингук выбрал Тэхёна в качестве своего первого и единственного выбора. Однако Тэхён упомянул, что хотел бы провести свою первую фотосессию с Намджуном. Когда сотрудники напомнили ему, что он может выбрать больше одного человека, Тэхён добавил Чимина в качестве своего второго выбора и Хоби в качестве третьего и последнего, ни разу не упомянув Чингука. В итоге Тэхён и Намджун проголосовали друг за друга, и Тэхён, казалось, был очень рад оказаться в одной команде со своим первым выбором. Чингук, похоже, пытался вести себя как обычно, хотя его улыбка была не такой широкой, как раньше, он оставался позитивным, надеясь хотя бы стать вторым выбором Тэхёна. Он даже признался, что Тэхён был его первым выбором, когда Юнги спросил его об этом. Но самый странный и неожиданный момент наступил после того, как Тэхён назвал Чимина своим вторым выбором. Чингук тут же выразил крайнее разочарование, недоверчиво посмеиваясь и чувствуя себя обиженным услышанным. Хотя Чингук пытался приспособиться к ситуации и пошутить с другими участниками, на самом деле он совсем не наслаждался моментом. Каждый раз, когда он смотрел на Тэхёна, его улыбка исчезала, хотя он быстро возвращался к притворству, что все в порядке. 16 января 2015 года BTS приняли участие в интервью на китайской радиостанции, где их спросили, к какому участнику они чувствуют наибольшую привязанность. Им нужно было ответить честно и выбрать только одного человека. Чингук точно знал, кого хочет выбрать, но сначала убедился, что понимает правила. Ведущий подчеркнул, что они могут выбрать только одного человека. Намджун посоветовал им хорошенько подумать, прежде чем отвечать. Чингук без колебаний сначала выбрал Тэхёна. Однако, когда Тэхён и Чимин проголосовали друг за друга, Чингук быстро изменил свой ответ и выбрал себя. Эта реакция ясно указывала на то, что он сделал это потому, что Тэхён не выбрал его как самого близкого участника, хотя Тэхён и знал об этом инциденте. Вскоре после этого Юнги предложил всем высказать свои предпочтения вслух. После короткого момента замешательства участники продолжили. Хоби без колебаний выбрал Сакджина. Чимин, как и ожидалось, снова выбрал Тэхёна, как и Намджун. Когда Чингук объявил, что выбрал себя, он почувствовал на себе взгляд Тэхёна. Сакджин пошутил, что он тоже выбрал бы себя, хотя на этот раз его выбор пал на Хоби.
Юнги со своим характерным юмором сказал, что его любимый человек – это он сам. Причина, по которой я говорю, что Тэхён заметил изменение мнения Чингука, заключается в том, что к этому моменту Тэхён понял, насколько важно для Чингука выбрать именно его. Поняв, что Чингук изменил свой ответ, чтобы не чувствовать себя обделенным, Тэхён сказал, что если бы он мог выбрать двух человек, он бы сделал это без колебаний. Однако, поскольку правила этого не позволяли, в итоге он объявил своим окончательным выбором Чингука, хотя ранее он выбрал Чимина, чтобы угодить Чингуку и избежать ситуации, в которой он не хотел оказаться. Позже, в эпизоде закулисных съемок шоу «Чемпион», снятом в феврале и выпущенном в марте 2017 года, участников спросили, что бы они хотели делать с участниками BTS весной. Тэхён ответил, что хотел бы поиграть в онлайн-игры с Чингуком в весенний день. Когда он поделился своим ответом с Чимином и Чингуком, он улыбнулся им с довольным и счастливым выражением лица. Однако, когда Тэхён попытался подразнить Чингука, чтобы тот ответил на тот же вопрос, вместо того, чтобы выбрать занятие с Тэхёном, Чингук сказал, что хотел бы покататься на велосипеде вдоль реки Ханган со всеми участниками BTS. К своему удивлению, Чингук не выбрал Тэхёна, как надеялся сам Тэхён. В шутку и, возможно, немного обиженно, Тэхён сказал, что ответ Чингука заставил его почувствовать себя никем. Это напомнило мне случай, когда Тэхён был первым выбором Чингука, но в итоге выбрал другого участника. Как я уже упоминала, Чингук все еще надеялся стать хотя бы вторым выбором Тэхёна, и его разочарование было огромным, когда Тэхён выбрал Чимина в качестве второго варианта и Джей Хоупа в качестве третьего. Поэтому ответ Чингука на этот раз, похоже, отражал его истинные чувства в тот момент. Чтобы никого не обидеть, Тэхён попробовал еще раз. Он попросил сотрудников повторить тот же вопрос и на этот раз изменил свой ответ, сказав, что хочет пойти в поход, чтобы посмотреть на цветущую сакуру с BTS. Однако его ответ звучал не так искренне, как раньше, и Юнги, заметив изменения, поддразнил Тэхёна, сказав, что тот лжет, чтобы никого не обидеть. Когда Тэхён начал рассказывать о фестивале цветов, который он хотел посетить, Чимин упомянул друзей Тэхёна из дорамы «Хваран», где Тэхён снимался и с которыми завязала дружбу, известную теперь как «Команда Уга». Воспользовавшись случаем, Чингук сказал Тэхёну, что если он так сильно любит своих хёнов, то мог бы пойти с ними в поход весной. Сотрудники заметили, что участники начали ревновать к близости Тэхёна с хёнами из «Хварана», поэтому Чингук добавил, что Тэхён посмотрел им в глаза и сказал, что любит их, тем самым раскрыв свои собственные чувства, которые он больше не мог скрывать. Когда Тэхён начал объяснять причины своей привязанности к хёнам, Чингук стал равнодушным. Пока Тэхён продолжал говорить об обещаниях, которые они дали друг другу, Чингук больше не мог сдерживать свою ревность. Он встал посреди разговора, отошел и сел отдельно, отказавшись слушать дальше. Это, конечно, было довольно странно и необычно для Чингука. Однако, несмотря на необычные обстоятельства, его поведение явно отражало его чувства. Это показывает, что вместо того, чтобы позволить разочарованию взять над ним верх, он решил дистанцироваться, чтобы сохранить внутреннее спокойствие. В настоящее время Чингук часто проводит время и путешествует с друзьями Тэхёна, что указывает на то, что, хотя его ревность, возможно, все еще присутствует, он принял эту близость ради Тэхёна. 22 февраля 2017 года во время прямой трансляции Тэхён снова довольно явно вызвал у него ревность. Он коснулся губ Джина, чтобы вытереть остатки торта, затем облизал палец с улыбкой. Намджун и Юнги рефлексивно взглянули на Чингука. Когда Тэхён полуобнял Джина, Чингук наблюдал за ними с угасающей улыбкой, его выражение лица больше не было скрыто. Он инстинктивно взглянул в их сторону и понял, что таксист принял их за людей одного возраста. Но когда он обернулся, Тэхён все еще смотрел на Джина. Затем Чингук неловко коснулся ожерелья на шее Джина, делая вид, что целует его, чтобы отвлечь. Но он не ожидал, что Джин действительно обнимет Тэхёна, из-за чего Чингук остановился и посмотрел в камеру с растерянным выражением лица. И если бы ревность Чингука была всего лишь мимолетным неудобством, возможно, она не привлекла бы столько внимания. Но то, как она проявилась, раскрыло нечто более глубокое. Это была не просто дружба или привязанность, а интенсивность его реакции на Тэхёна, раскрывающая чувства, которые он, возможно, сам до конца не понимает.
Потому что, возможно, за пределами любого рационального объяснения существуют чувства, которые невозможно подавить. И в случае Чингука, Тэхён, кажется, является его слабым местом, тем, кто вызывает реакцию, которую не могут погасить ни время, ни слава. В заключение, какие бы выводы ни пришли к этой серии моментов, одно ясно – человеческие эмоции не всегда можно объяснить простой логикой. Реакции, взгляды и периодическое отстранение на самом деле являются признаками взросления и того, как человек учится понимать собственные чувства. Это видео не призвано устанавливать абсолютные истины, а скорее служить пространством для размышлений о том, что крепкие отношения часто отражаются в мелочах, невысказанных вещах. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, эта дискуссия дала вам новый взгляд на вещи, и до встречи в следующем видео.